Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала наволочку на подушку узором в технике Барджелло. Технику Барджелло иначе называют византийская вышивка. То есть в основном вышивают. Вот я решила связать тунисским крючком. Про Барджелло вы можете найти в интернете. Не буду отнимать у вас время. Узор в основном напоминает языки пламени или волны. Размер наволочки 36 на 30 сантиметров. Масса, вес наволочки 150 грамм. Использовала тунисский крючок 3,5 миллиметра. Вязала из 3 цветов. Пряжи производства Пехорка, детская новинка. Это 100% высокообъемный акрил. Значит, я брала цвета: Венерин башмачок, бирюза и василек. В каждом мотке в 50 граммах 200 метров. Что можно связать еще таким же узором? Наволочка на подушку. Можно связать кардиган, очень интересно получится. Какую-то кофту, безрукавку. Можно связать коврик в ванную или прикроватный коврик из полипропиленовой пряжи. Подобрать цвета в тональности, не обязательно как у меня, можно другие цвета взять и связать коврик. Так, раппорт узором 38 петель. И в высоту 9 рядов. Мы с вами будем вязать сначала одну часть и затем вторую часть. Значит, в первой части 19 петель и во второй 19. Вот, сейчас будем вязать эту часть. Для этого набираете на бросовую нить, то есть на нитку, которую не жалко будет потом выкинуть, количество петель, крючком набирайте, которое равно 19 или больше. И поставьте маркер. Так, вот здесь мы закончили. Я оторвала уже нитку, обрезала. Вы не обрезаете пока еще. И теперь отсчитываем 19-ю петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Для подстраховки еще одну возьмите. В этом случае мы заходим сразу под полупетлю. Не сзади, потому что вязание многоцветное, нитку все равно придется резать. Вязать я буду из таких цветов, то есть в синей тональности. Вы вяжите теми цветами, которые у вас есть, но желательно в тональности. Значит, синий я буду называть темный, потому что у вас могут быть другие цвета. Голубой буду называть
светлый, и бирюзовый буду называть средний. Вот. И вы так можете на свои цвета ориентироваться. И средним цветом провязываем одну петлю. Затем темным цветом тоже одну петлю. И светлым цветом 5 петель. Два цвета укладываем на средний, которым будем вязать на указательный. Четыре средним цветом. Проверяйте обратную часть, подтягивайте. Смотрите, чтобы хвосты не выскочили. Пять темным. Одна светлая. Когда берем нить другого цвета, смотрим на обороте. Вот видите, надо подтянуть. И 2 петли среднего цвета. Мы с вами провязали лицевой ряд. Вяжем изнаночный. Сначала провязываем только одну петлю. А потом по 2. И теперь перекручиваем нитки против часовой стрелки. Вот даже видно, как нитки идут. Можно брать. Некоторые говорят, что стягивается полотно. Это за счет изнаночного ряда. Вы его стягиваете. Чтоб не стягивалось, вот здесь зажимаете.
Так, первый ряд мы с вами закончили. Второй ряд начинается с 2 темных. Провязываем 1, а средний цвет затягиваем. Вот. И провязываем еще 1 темную. Здесь не потеряйте. 2 светлым цветом петли. Семь средним. Когда много петель провязываете, обращайте внимание на изнанку. Может быть, надо где-то подтянуть. 3 темным. Три светлым. Одна петля с средним цветом. И одна петля темным цветом. Когда делаем переход с одного цвета на другой, я вяжу так. Вот у нас передняя ножка или передняя полупетля и задняя ножка, задняя полупетля. А вот эта петля изнаночного ряда. Захожу сюда, в нее, захожу в петлю сзади, и меняю цвет. И закрываем. Причем нитки крутим против часовой стрелки. Вяжем третий ряд. Одна темного цвета, 3 светлых.
3 средних. Семь темных. Две светлых. Две средних. Одна темная. Заходим за переднюю и за заднюю полупетлю. И закрываем. До конца ряда. Вяжем четвертый ряд. Одна темная, одна светлая. Пять средних. Четыре темных. Пять светлых. Одна среднего цвета. Две темных. Что еще хочу сказать? Вот эта петля, это петля изнаночного ряда. А сам столбик, вот он.
И закрываем. Закрываем до конца ряда. Закончили мы 4-й ряд. 1, 2, 3, 4. Вяжем 5-й. 5-й ряд начинается со светлой нити. Так, вот мы ее провязываем, а темную должны затянуть. Еще одну светлую петлю. 2 среднего цвета. Семь темного цвета. Так, посмотрели с обратной стороны. Если что-то надо, подтянули. Сильно не затягивайте. 3 светлых. Три средних. Одна темная. И одна светлая. Петля изнаночного ряда, задняя полупетля и нить другого цвета протягиваем. И закрываем. И перекручиваем нитки против часовой стрелки. Закрываем до конца ряда. Закончили 5-й ряд, вяжем 6-й. Одна светлая, 3 среднего цвета. Три темного. Семь светлых. Две среднего цвета. Две темного цвета.
и одна светлая. И вяжем изнаночный ряд. Так, закрыли мы 6-й ряд светлой нитью. И вяжем 7-й с нее же. Вот, одна светлая, одна средняя, пять темных, четыре светлых, пять среднего цвета, одна темная, и две светлых. И закрываем ряд. Закончили 7-й ряд и переходим к 8-му. 8-й начинается с 2 петель среднего цвета. Провязываем, а светлую затягиваем. Так, 1. Вот здесь не теряйте. 2. 2 темного цвета. Семь светлых. Кстати, полотно закручивается. Можно воспользоваться шпилькой для волос. Только не попадайте в саму пряжу между столбиками. Где-нибудь в отверстие. Три среднего цвета.
3 темного цвета. Одна петля светлая. И одна петля среднего цвета. Еще раз показываю. Вот эта петля, петля изнаночного ряда. Передняя ножка, полупетля. Задняя. Заходим в петлю изнаночного ряда. И за заднюю полупетлю. И другим цветом провязываем. Я так делаю только в том случае, когда меняю цвет. Закрываем. И так до конца ряда. Закончили 8-й ряд нитью среднего цвета. Вяжем 9-й ряд. Эту петлю оставляем, средний цвет. Дальше вяжем 3 темных. Три светлых. Семь средних. Две темным цветом. Две светлым цветом. И одна средним. Это петля изнаночного ряда, а сам столбик вот он. И закрываем. Закрываем до конца ряда. Закончили мы 9-й ряд. Все, раппорт мы закончили. Вот у нас 9 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующий ряд вяжете
как первый ряд. И повторяете все это. Вяжете дальше столько, сколько вам необходимо. Так, я здесь нитки сейчас отрежу, поскольку это у меня образец. Значит, я когда доверху довязываю, нитки обрезаю и вот эту петлю закрепляю последнюю. Сильно не затягивайте, потому что мы потом в нее будем соединяться. Так, здесь у нас подтягиваются. И теперь опять считаем 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. И будем вязать вторую часть и прикрепляться к первой. Так, вторая часть начинается с нитки среднего цвета. Провязываем одну петлю. Затем одна петля светлого цвета. И 5 петель темного цвета. Четыре среднего цвета. Пять светлого цвета. Одна темная. Две среднего цвета. И соединяем с первой петлей первой части. Заходим вот прям вверх и сзади еще одну петлю прихватываем, чтобы у вас петля не вытянулась. Петлю вытянули и сразу ее протягиваем.
дальше опять вяжем изнаночный ряд, а нитки перекручиваем против часовой стрелки. Не забываем вот здесь удерживать, чтобы у вас ряд не стянулся. Закрываем до конца ряда. Кстати, что хочу сказать. Значит, этот узор мы свернуть не сможем. Если вот я раньше вязала полосу на подушку, да, связала одну сторону и надо переходить на другую сторону подушки, то я сворачивала и здесь соединяла. В этом узоре так не пойдет. Надо вязать полностью одну полосу, вторую, третью, сколько вам необходимо. И потом будем их вот так складывать, сворачивать. Это если вяжем подушку.